Okay, before we continue responsibility, I want Перед тем, to как продолжить тему ответственности, do one thing, going back to what we were talking about, respect. я бы хотел немного вернуться назад к теме уважения. I intended to do our activity, but I hadn't done it, so I want Natasha to say these things to this person. У меня есть небольшое практическое упражнение, которое я хотела вам показать, но мы этого не сделали. Сейчас Наташа будет обращаться к этому человечку. So this is a person, okay? Представьте, что это реальный человек. Now, here's what happens. Итак, начинаем. Тебе никогда ничего нельзя доверить. Ты просто тупой. Да, ты всегда отличишься. У тебя просто с головой не все в порядке. Откуда у тебя руки торчат? Сколько раз можно повторять одно и то же? This is just to illustrate what happens to просто people такой визуальный пример того, when we что don't treat them with происходит respect. с человеком, если ты относишься к нему And we use неуважительно. harsh Если ты words to speak to them. общаешься с ним посредством грубости. It damages them. Ты реально вредишь человеку в буквальном смысле слова. Now, they can work on themselves and try to straighten themselves back Со up. временем может над собой работать, And может you can encourage them, потихонечку you can help them, исцеляться, вот, может избавляться от этого вреда. Вы можете потом это делать для того, чтобы помочь ему от всего этого избавиться. but often the scars that they receive as children, Как правило, если ребенок в They детстве retain through подвергался вот такой вот грубости, остаются шрамы на всю жизнь. От них невозможно полностью избавиться. the only one who can really make them whole Единственный, кто может по-настоящему is снова Jesus. почувствовать себя полноценным человеком, это Иисус. But even when Jesus forgives our Но sins, даже когда makes Иисус us прощает whole. наши грехи, Он делает нас снова целостной личностью, a lot of times in our subconsciences, we все равно still где-то в подсознании retain some of those человек hurts. оставляет эти раны. And I guess there will only be one time finally in our lives when we get completely whole, and that's when we die and go to heaven. И вы знаете, наверное, единственный момент тогда у этого человека, когда он по-настоящему восстанавливает свою полную внутреннюю целостность, это когда после смерти он попадает на небеса. Children at times can be very hateful to one another. Знаете, что дети порой очень враждебны по отношению друг к другу, относятся буквально с ненавистью к другому ребенку. And this is just one way to illustrate to children in classes how saying bad things to one another hurts Поэтому вот то, что показал я вам and сейчас damages. на уроке, очень полезно показывать детям на детских уроках, для того, чтобы они понимали, до какой степени они могут причинить боль другому человеку. Parents need to learn this too. Это то, You know. что должны знать и родители обязательно. And have stronger control over the way they say Чтобы things они to their лучше children. себя контролировали, общаясь с детьми. So, anyway, just an illustration that you could use as well. Да, просто такая визуальная для вас иллюстрация, чтобы вы тоже могли ее использовать. Now, I did want to hand out one of these to each one, Сейчас each я хотел person, каждому из вас раздать maybe такого that side of the человечка. room. Передайте, пожалуйста. and to this side of the room. And if you'll write a couple of things about respect on each one of these that at least you thought was significant. И вы знаете, теперь я хотела бы попросить вас, после того, как вы послушали тему уважения, напишите на этом человечке, сейчас сами напишите, самые важные моменты, которые вам запомнились или которые особенно вот вы считаете важными в вопросе уважения. На человечке. Вот из того, что мы сегодня обсуждали об уважении, что особенно можете вы выделить, что особенно, может быть, запомнилось? Что-то касательно уважения.
then hand those back in, И затем, пожалуйста, сдайте снова этих человечков. and we'll continue our discussion И of мы responsibility. продолжим тему ответственность после этого. Обсудите, давайте вот вместе. Я не могу. Сколько заходите? Нет. Нормально, не записывай. Не спеши, давай. Yeah, when we start. Сейчас начнем. Когда начнем, я... Все написали, или кто-то пишет? Покажите еще. Все? Все, да? Больше никто. Okay, you want to share with us a little Мила example? хотела кое-что сказать. Мне очень нравятся вот такие иллюстрации, они I очень love сильно illustrations помогают like that для because детей, they're для very взрослых. helpful to kids and to adults as well. Есть очень маленькая история, There's a что short у story подростка были очень большие проблемы, он очень грубо разговаривал со своими about a родителями. teenager who was extremely rude to his И parents. тогда отец взял доску, гвозди и молоток And then a father took a piece of wood, nails, and a hammer. и сказал сыну: пожалуйста, вбей гвозди. And he asked his son to get the nails into the wood. Тут вбил гвозди, а потом Иди. отец ему говорит: давай And теперь then he said, вытаскивай. now, plug them out, get them out. Вытащить гвозди понадобилось там 4 раза больше It времени, took 4 чем забить. times longer to get them out than to get them in. И он говорит: ну вот ты And he гвозди said, повытаскивал, you- доска такая, как была. You moved it, but is the wood still the same as it used to be? А ребенок говорит, child что says- подросток говорит, что the teenager ну как says, бы нет, она Well, теперь no, испорчена, it's дырки. ruined because of all those Вышиблено. holes. Да, и отец говорит точно так And же he с said, that's своими what you are словами. doing with your words. That's right. It's a good Это illustration of тоже that. прекрасная иллюстрация. And it's really helpful if we can, like, sometimes get together and share ideas like that with one another. Вы Because we знаете, can очень all use полезно, those ideas with children Вот так when we're вот, talking to children. которые, для людей, особенно, которые ведут детские занятия, или которые работают с детьми, вот собраться вместе, поделиться подобным опытом, который может действительно быть очень ценен в занятиях с детьми. Before we're finished, we'll give a lot more of these ideas, some sheets of paper that will have some of these ideas on them. На этом предмете вы еще будете получать дополнительно раздаточные материалы, и там подобные вот такие вот иллюстрации будут для вас представлены вот для дальнейших ваших занятий. All right. Now, we're going to be discussing each one of these 4 principles or thoughts. Итак, мы рассмотрим 4 данных принципа или 4 данные мысли. So the first one we'll be discussing a little bit is duty. Итак, первое понятие – долг. The responsible person knows that there is duty to be done, and so they try to know what the duty is and are willing to do that duty. Ответственный человек понимает, что на него возложен определенный долг. Он пытается понять, в чем он заключается, и, соответственно, пытается исполнять свой долг. And the person tries to meet and
their legal and moral В obligations. данном случае человек пытается выполнять как законы этого общества, в котором он живет, гражданские законы, так и нравственные обязательства перед обществом. That's just, part of life and living life in a responsible way. Это вот просто такая, это часть жизни ответственного человека. Now, let me just give you a list of where we find our duties, sources of duty. Следующий список я хотела бы вам дать, это источники долга, то есть что же за долг лежит на каждом из нас. And one of the sources of duty are just our laws that we have in our Один society. из источников долга, то есть откуда мы можем узнавать о том, какой на нас возложен долг, это законы нашей страны, законы нашего общества. For example, of course, one would be, you're driving down the road, the light turns red, you're supposed to stop. Например, как мы уже говорили, ваш долг, когда вы едете по дороге и видите красный свет, остановиться. We're all responsible for learning what the law Вы says знаете, что and каждый trying to obey the человек law. сам несет ответственность за то, чтобы знать законы и, соответственно, жить по законам. And the responsible person doesn't mind obeying the law Ответственный человек не против того, чтобы исполнять закон. because they see that there's a purpose Потому behind it. что он понимает, что закон преследует определенные цели, то есть он написан по определенным причинам. Sometimes we get our source of duty from contracts. И другим источником долга, который нас обязывает, может быть какое-то соглашение, какой-то контракт или договор. And that's like what you formally promise to do or Например, вы orally or in заключаете writing. какой-то договор с кем-то, с какой-то организацией, с человеком, где вы письменно обязуете что-то сделать. For example, if you go borrow some money from the Например, bank вы пошли и взяли кредит в банке. and you're asked by the bank to sign a document that says you Банк will pay so обязательно much per даст month вам back. бумаги. Такое соглашение, которое вы должны будете подписать и по которому вы обязуетесь ежемесячно отчислять определенную сумму денег в банку. So then it's your duty Таким образом, вы берете на себя этот долг. to pay Это that back. становится вашим долгом выплачивать банку. A lot of people get themselves in trouble because Многие they люди know they're создают supposed to be doing that, серьезные проблемы сами себе, когда они знают, что они должны будут выплачивать эти but they деньги, don't do it. но они не выплачивают, не Maybe собираются they- их выплачивать. Maybe they receive their salary, they've gotten all of their, Вместо этого, получив they've used up all зарплату, their money for the month, and oh, I они forgot to pay the растрачивают эти bank. деньги, I а didn't pay the bank. банку забыли заплатить. Let me tell you a little secret. Хочу вот небольшим секретом поделиться. Very often people can get themselves in trouble that way. Очень часто человек создает себе в этой сфере большие проблемы. And what many people do is they can't pay it back, and so they just ignore it. Как поступают многие люди, когда сталкиваются с невозможностью выплатить долг? Они его просто игнорируют. And then the interest begins Но to build up. проценты накапливаются, Suddenly it becomes so large и they вдруг don't feel сумма like they can pay долга it. становится такой, что человек физически, реально уже не может его оплатить. One of the worst things you can do Вы is знаете, to ignore it. наверное, самое худшее решение по отношению к долгам – это их игнорирование. My dad was in business, and sometimes he would extend credit to people. Мой отец, занимаясь бизнесом, часто открывал кредит покупателям. And sometimes people would get in trouble, and they would not be able to pay him back, and so they would just not answer the phone. И They тогда человек попадал в wouldn't- неприятности, в They just результате ignored it. переставал платить отцу деньги и не отвечал просто на телефонные звонки, всячески игнорировал тот факт, что он задолжал. My dad had a loving heart. Отец мой был очень добрым человеком. He was helpful to people. Он всегда готов был человеку помочь. And he said, if they will И вот just он come in часто and говорил, talk вот to если бы me, человек ко мне просто пришел и And поговорил say, со мной и сказал, I can't pay this right now. сейчас у меня очень тяжелая ситуация, я не могу сейчас выплатить тебе I деньги. don't have any of my money left, У but меня I не will осталось денег. pay you part of it next month. Но в следующем месяце я смогу небольшую сумму погасить. He said, Он говорит, я I would work with them on that. согласился бы на это. То есть я готов был бы это обсудить и
как бы пошел бы на это. So I don't know if that's how it works over here, but Я не знаю, don't есть ли ignore it. Go у вас talk to the такие people that you возможности owe или money нет, to. но если кому-то должны деньги, не нужно просто игнорировать и сливаться. Да, Очень то есть- важно поговорить с людьми об этом. It's better not to owe anybody. Хотя, конечно, вы знаете, что лучше You just никому pay cash. не быть должным никому. Лучше не берите But I know кредиты, lots of people оплатите that have тем, gotten что у themselves in вас trouble есть. because they've Многие tried to люди, ignore that они contract that they made. серьезные проблемы себе создают, подписывая подобное соглашение, а затем просто его игнорируя. All right, then another source of beauty is commitments that we make verbally. А следующий источник нашего долга – это какие-то устные договоренности. This is outside of a formal contract, Возможно, у вас и нет письменного соглашения, but it's like a promise that но we вы make to могли someone else. человеку что-то пообещать. I will do this. Вы сказали человеку: я это сделаю. So those are also Таким sources образом, of beauty. вы сами возложили на себя определенные обязательства. Итак, это различные источники долга. Another source of beauty Еще is just our Откуда job мы responsibility. получаем вот наши обязанности? Это должностные обязанности, когда мы находим работу. What are you expected to do? То есть вы знаете, что на работе на вас возлагаются определенные обязательства. What have you agreed to do for your job? То есть вы должны понимать, на что ты соглашаешься, идя на ту или другую работу. If you don't know, ask your boss. Если ты не What are my понимаешь, в чем твои responsibilities? должностные обязанности, просто подойди к своему начальнику, и пусть он тебе объяснит, что ты должен делать на работе. Don't be lazy. Не будь ленивым, Work hard at your job. старайся, выполняй усердно работу, Do what you're expected to do. выполняй то, что от тебя требуется. Another source of beauty is our relationship obligation. Еще один долг – это долг в отношениях между людьми, как мы должны относиться к другим людям. If you decide you want to have babies, Если вы решили завести детей, you're now responsible for them. то вы должны понимать, что теперь вы несете за них ответственность. When you decide you're going to get married, Если вы решили жениться, that suddenly creates a вы должны responsibility понимать, что вы between the берете на husband and себя the wife. определенные обязательства. Муж перед женой, жена перед мужем. If you get a job, Если вы строите работу, then you have a вы должны responsibility понимать, что вы to взяли your на себя boss. обязательства перед начальством. And many times there are people that like to have fun, Зачастую люди хотят просто хорошо проводить время, but they don't want to be responsible. но при этом они не хотят брать на себя ответственность. Yeah, we'll just live together, you know, and Давай просто жить Enjoy вместе, наслаждаться сексом. I don't have to be faithful to you. I don't have to be responsible for you. Но Or зачем я to должен хранить тебе верность? Зачем я что, тебе чем-то обязан? Я не хочу тебе ничем быть обязанным. Oh, I didn't mean to get pregnant, so I'll just abort the child. Ой, ну я не хотела забеременеть, придется аборт делать. Or, oh, I've got a child, but yeah, I didn't know it was going to be so hard. Ой, вот I'll give это, it to somebody else to raise. ой, у меня теперь ребенок, но я не знала, что это так сложно воспитывать детей. Отдам-ка я его кому-то, пусть воспитывают сами. And so people sometimes Люди do not take the Порой. responsibility that they've actually отказываются Should be брать taken. на себя ту ответственность, которую сами на себя взяли через свои поступки. Now, there are sometimes circumstances that Да, есть разные creates a situation обстоятельства. where Иногда a person cannot take care of a child, and so they choose to adopt the child out to someone Иногда else. действительно, вне зависимости от человека складываются обстоятельства так, что человек не в состоянии прокормить ребенка, не в состоянии позаботиться, That и would be a тогда real exception. он считает действительно лучше за ребенка, если он отдаст его на усыновление. Но такие случаи, когда это оправдано, я бы сказала, это исключение больше, чем правило. Not because that's just choosing that because they don't Right. don't want to be responsible. То есть, когда родитель вынужден отказываться, когда у него действительно нет выбора, к сожалению, в большинстве случаев это другая ситуация. Then one of the ways that we have as a source of beauty are just the universal ethical principles. А еще один источник долга – это такие общепринятые нормы этики. The responsible person То есть ответственный человек feels good about being trustworthy.
он испытывает удовлетворение от того, что знает, respecting что others, на него можно положиться, что он уважительно относится к being людям, fair to others, что он старается справедливым быть, caring when people are hurting, что он заботится о людях, когда тем плохо, and being a good citizen of the country in когда which он they live. старается быть хорошим гражданином своей страны. So those would be just the ethical Итак, principles, Это general такие ethical общие этические principles that принципы, teach us to do our duty. которые учат нас, как быть человеком ответственным. And then, of course, there's religious doctrine. Еще один источник, откуда человек видит свой долг, это религиозное учение. We choose to follow Christ. Мы с вами сознательно пошли за Христом, So we want to follow him. We want to obey him. поэтому мы стараемся за ним следовать, мы стараемся ему быть послушными, We want to be a person of virtue like Jesus wants мы us to be. стараемся иметь в себе те добродетели, которые Иисус нас учит. We end up being responsible for and have the consequences of sin that we choose to do. И мы, будучи ответственными людьми, готовы нести ответственность за те грехи, которые мы совершили. So we obey Christ because that's our responsibility as a disciple is. Мы повинуемся Христу, зная, что это наш долг, как учеников Христа. There's a few famous sayings, and you probably can come up with more about just Есть duty несколько itself. очень известных цитат о долге, о нравственном долге человека. Я думаю, что вы могли бы найти еще много цитат на эту тему. Abraham Lincoln said, Авраам Линкольн однажды сказал: "Let us have faith that right makes might, давайте And in верить в that- то, что правда дает силу. and in that faith, let us to the end dare to do our duty as we understand it." И с такой верой до конца исполним свой долг так, как мы его понимаем. In other words, he's saying Другими словами, responsible people are going to do their duty because that's the right thing to он do. говорит, что человек ответственный будет исполнять свой долг, потому что он понимает, что так правильно. Another famous man by the name of Robert E. Lee Еще один известный у нас человек, Роберт Ли, said that duty is the sublimest word in our language. Do your duty in all things. You should never do less. он сказал такие известные слова: долг является самым возвышенным словом в нашем языке. Выполняй свой долг во всем и никогда не довольствуйся меньшим. The Bible also speaks about our duty. Библия тоже говорит нам о нашем долге. Ecclesiastes 12:13. Экклесиаста 12:13. Now all has been heard. Выслушаем сущность. Here's the себя. conclusion of the matter. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом у нас написано все, а в английском в этом долг человека. Some versions read, this is the whole of man. Вот. В некоторых переводах в этом все, то есть в этом все для человека. Fearing God and keeping his Именно в commandments, том, чтобы бояться Бога и this is what соблюдать makes me a Его complete person. заповеди. Вот это то, что делает меня полноценным человеком. Duty is not a curse word. Долг – это не ругательное слово. Our duty becomes light and joyous when we understand God and his Наш grace. долг становится легким и доставляет нам радость, когда мы понимаем Бога и Его благодать. When the yoke was put upon oxen, there was their duty then to pull the plow. Вы знаете, что когда иго навешивали на волов, то их долг был в том, чтобы нести это иго по полю и вспахивать его. And Jesus indicated that there was going to be a yoke upon us. Иисус говорил, что на нас тоже с вами будет это иго, это ярмо. But it's a yoke that he says, Оно, my yoke is сказал easy Иисус, and my burden is light. оно легко, оно не тяжело для вас. When we love him with all of our Если мы heart, любим Иисуса от всего сердца, we don't mind being responsible to him. мы не против быть ответственными перед Ним. But his grace always calls for Его responsibility. благодать всегда призывает нас к ответственности. The Bible says that Noah found grace in the eyes of the Lord. И Писание учит, что Ной обрел благодать в очах Господа. Ah, no, I found grace.
Но я обрел благодать. Oh, I don't have to do anything. Ой, ничего не делал, Yay! я обрел благодать. И я вот так вот не буду ничего делать, я обрету благодать. But for years and Но на years and самом деле на years, he and his протяжении sons долгих лет built an ark, Ной вместе с a сыновьями huge строил boat огромный ковчег, огромное судно, that ended up saving their family. которое спасло их семью. God's grace brought Божья responsibility upon them. благодать возложила на них большую ответственность. But Noah and his sons didn't mind doing their duty. Но ни Ной, ни его сыновья не были Doing what против God asked исполнить them to свой do. долг, не были против исполнить то, что поручил им Бог. Now, another aspect of this is Еще один accountability. аспект ответственности – это быть подотчетным, уметь дать отчет. We accept responsibility for the consequences of our choices, not only what we do, but what we don't do. То есть человек должен понимать, что он должен дать ответ за свои поступки, а иногда он должен дать ответ за свое бездействие. And often what we do either helps us or has consequences. Вы знаете, иногда наши поступки могут принести нам что-то благое, что-то хорошее, а иногда наши поступки приводят к не очень хорошим последствиям. Therefore, a person who is Поэтому человек being accountable tries to ответственный think long term. старается думать в дальней перспективе о том, что произойдет, долгосрочно. What will the decision that I make today mean tomorrow, То есть он 10 years from задумывается, now, мое сегодняшнее решение, как the повлияет rest of my на life? меня завтра, или через год, или затем дальнейшие годы моей оставшейся жизни. There was a young man who was, when he was about 18 years old, got into real trouble. Однажды молодой парень, когда ему было 18 лет, создал себе очень серьезные проблемы. And he ended up getting caught and thrown into В prison. результате его арестовали и посадили в тюрьму. He was in America. Это было в Америке. He ended up eventually getting out of prison, Со временем он вышел and he became a Christian. и из тюрьмы и стал христианином. He decided to become a preacher. Он решил стать проповедником. He went through a preaching school. Он пошел обучаться в школе проповедников. He became a very good preacher Со временем он стал and really turned his замечательным life проповедником. around. Вы знаете, люди, благодаря ему многие люди изменили свою жизнь. But he had this police record. Но у него в его досье так и остался полицейский, так и остался вот этот арест, то, что он сидел. He was asked by a church in Canada to come up and preach for them. И вот однажды одна община в Канаде хотела его пригласить, чтобы он стал у них проповедником. When he came to the border, Он приехал на границу, handed the Canadian authorities his passport. передал паспорт пограничникам канадским, They said, you cannot come in но ему because of запретили your criminal въезд record. в Канаду, потому что у него было криминальное прошлое. When he was 18 years old, Потому что в 18 лет if he had thought long term, he might have он не changed his подумал decision. о том, как его поступки тогда смогут сказаться not на committed его the crime. дальнейшую жизнь. И, возможно, подумав о будущем, он бы не совершил He преступление. always regretted Затем он всегда сожалел, not being able to go up and preach in Canada because he had that criminal что record. так и не смог переехать и служить в Канаде из-за криминального своего And he was прошлого. never able to get that Он criminal так, record expunged from his records. к сожалению, он в дальнейшем так и не смог погасить свою судимость, и поэтому больше у него такой возможности не было. So it's important for us to make decisions based on long-term thinking. Поэтому, принимая какие-то решения, давайте стараться думать в перспективе. A person who is accountable also Ответственный человек does what they can to make things better. делает все для того, чтобы улучшить общее положение вещей. And as we've been saying, И мы уже is не willing раз to set a good говорили, он example. старается подавать хороший пример. There was a famous basketball player by the name of Charles Barkley. Однажды один известный баскетболист, He
played basketball, but he made this statement сказал следующие слова, зная, что because he wasn't a very good example. многие им восхищались, но его образ жизни совершенно не был положительным примером. И вот он сказал. He said, I'm not paid to be a role model. I'm paid to wreak havoc on the basketball court. Мне платят не за то, чтобы я был чьим-то кумиром. Мне платят за то, чтобы я задавал жару на баскетбольном поле, на баскетбольной площадке. There was another man that was playing basketball at the same time. His name was Karl Malone. Интересно, что в это же время был еще один известный баскетболист, Карл Мелоун. And Karl Malone made this statement about what Charles had said. И вот он в ответ на эту фразу Чарльза сказал. He said, Charles, you can deny being a role model all you want, but I don't think it's your decision to make. We don't choose to be role models, we are chosen. Our only choice is whether we will be a good role model or a bad one. На слова Чарльза сказал, Чарльз, ты можешь отказываться быть кумиром, сколько тебе угодно, но не думай, что тебе это выбирать. Мы не выбираем, быть ли нам кумиром, нас выбирают. Мы лишь решаем, быть ли нам хорошим кумиром или плохим. And that's very true. We have to choose. Так и Are we есть. going to be a good example? Мы or a bad сами решаем, какой пример мы будем подавать людям, хороший или плохой. The Apostle Paul, of course, told young Timothy, Молодому Тимофею говорил. don't let anyone look down on you because you're young, but set an example for the believers in speech and life and love and in faith and in purity. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере и чистоте. So the Bible calls on us to be Библия examples призывает to нас, others. чтобы мы были примером для других. Of course, Jesus taught an example for us Иисус сам учил нас, оставляя нам пример. and teaches us not to look the other way when you can make a difference. Например, он нас учил, что не нужно отворачиваться, когда ты видишь, что ты можешь что-то изменить. And the accountable person Ответственный человек to do what's пытается right. поступить правильно. Of course, Jesus tells that in Luke chapter 10, verses 33 through 34, when he tells the story of the Good Samaritan. Об этом Иисус рассказывает в притче о добром самарянине, в Луки 10, 33, 34. And the Samaritan was going to be accountable. Самарянин поступил как человек ответственный. And we shouldn't, of course, excuse and blame others. И еще никогда не нужно искать отговорки и перекладывать вину на других, But be a good example. а быть самому хорошим примером. Do what we can to make a Стараться делать difference все необходимое для того, чтобы изменить in the что-то lives of лучше, others and изменить in our к world. лучшему что-то и в жизни других людей, и в мире в целом. I like this illustration of a father who's maybe not taking his own responsibility very well. Пример безответственного отца. His son's done something wrong. Он ругает сына за то, что тот поступил плохо. And the father says, how could you have taken those markers from school Зачем ты забрал эти фломастеры в школе? if you needed them so badly? Если тебе Why так didn't you нужны tell me? I фломастеры, would have taken сказал бы them мне, from я the принес office. бы тебе с работы. We have to be careful with the example that we're Давайте быть giving our children. осторожными в том, какой пример мы подаем своим детям. And of course, a person who is a И еще responsible person ответственный человек also pursues the idea of excellence. стремится к совершенству. Совершенствуется. You do your best. Он прилагает всегда все усилия, когда что-то делает. You persevere. Он переносит все. You keep on going. Терпит, в смысле, у него есть стойкость. Он не складывает руки. You try to be И prepared еще ответственный человек всегда ко всему старается быть подготовленным. for whatever life brings. В любой ситуации, которая в жизни может сложиться. You work hard. Еще много работает. And you make all that you do worthy of pride. И еще этот человек старается делать все то, чем можно было бы гордиться. One company was trying to have a better product. Одна компания старалась улучшить свою продукцию.
And one of the things that they found that was helpful in making a good product И вот они обнаружили такой метод, который очень помог улучшить качество продукции. was that they found that their employees that they were using in the manufacturing work Они внедрили такую систему, при которой работники их фабрики, которые непосредственно делали продукт, would do a better job when their name went on the product. и они обнаружили, что люди выпускают более качественную продукцию, если, выпустив определенную продукцию, они наклеивали туда стикер со своим именем. So I might be in the part of the manufacturing, and when the product was finished, I would sign it J. Don Rogers. То есть, если бы я выпускала Wow. продукцию, то в конце, когда я ее полностью доделывал, я должен был подписать, что это Джей Дон Роджерс. That meant that if I did a Они bad job, обнаруживали, it reflected что on me. работники, которые видели, что их имя потом ассоциировалось с этой продукцией, делали все для того, чтобы она была качественная, чтобы не позорить свое имя. And what even puts more pressure on us is if we were to have to sign it J. Don Rogers, disciple of Jesus. А представьте себе еще, насколько возросла бы наша ответственность, если бы мы должны были не просто написать свое имя, но еще и написать, что мы ученики Христа. Here's a passage that's interesting, Colossians 3, verse Один 23. очень любопытный отрывок Писания, это Колоссянам 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for men. Что делайте, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Remember that you're responsible Помните, что вы ответственны to God прежде first, всего перед Богом. and you're representing Him. И вы прежде всего Его представляете. Someone has said, I'd rather see a sermon as hear one any day. Однажды человек сказал, я бы предпочел увидеть проповедь, чем услышать ее. And Jesus, Иисус He didn't just preach не to people, просто проповедовал людям, He showed them. Он показывал. And of course, this example of Him washing the feet of the disciples, Прекрасный пример, когда Он омыл ноги своим ученикам. Jesus said, I've set you an example Я дал вам that you should do what пример, I've done. чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Now, He wasn't setting up a new system and law saying, in order to be acceptable to me, you've got to wash each other's feet. Он не установил какой-то новый обряд религиозный, чтобы они теперь всегда мыли друг другу ноги. Some people go through that Хотя system and некоторые wash люди people's feet. понимают это именно так и в буквальном смысле практикуют омовение ног. But what Jesus was saying, do as I've done. Иисус говорит, Be a servant. поступайте, как я, служа людям. That's the kind of example that I want you to see in me. Он говорит, вот какой пример вы должны от меня взять. So, responsible people Ответственные люди exercise self-control, restrain even the most powerful passions and appetites in order to, in honor of reason and moral beauty. проявляют сдержанность, обуздывая даже самые сильные свои страсти и желания, осознавая свой нравственный долг. They recognize that everything they say may be a difference, may make a difference, so they are thoughtful about their Такие люди choices. понимают, что все сказанное ими может сыграть определенную роль, и поэтому они очень внимательно обдумывают свой выбор. What I do may make a difference in somebody else's life. То, что делаю я, может повлиять на жизнь другого And if I'm человека. not И responsible, если я буду безответственным, I may damage another я person's могу навредить soul. человеку. So, the responsible people do the best knowing that other people are relying upon them. Поэтому ответственный человек делает все зависящее от него, потому что знает, что другие люди от них зависят. And despite a shortage of time and resources, they do the best they can with what they have. И несмотря на то, что у них может быть недостаток времени, каких-то ресурсов, они все равно делают все возможное, рассчитывая на то, что имеется в их распоряжении. I've been very proud in a number of situations watching the Ukrainian people. Вы знаете, я очень горжусь украинцами, наблюдая за ними в разных ситуациях. I've seen teachers and I've seen doctors Я видел who ситуации, maybe don't когда have the ваши latest equipment. учителя, когда ваши медики, не обладая последним каким-то оборудованием современным, не обладая необходимыми, может But they быть, still какими-то do. материалами, They still do the very best they can with what they have. стараются
использовать все, что у них есть, для того, чтобы достигнуть максимальных результатов. Here's a quote by a man by the name of Michael Josephson. Также вот еще одна цитата человека по имени Майкл Джозефсон. He said, when things go wrong or not as right as they would have liked, responsible people look for what they could have done different. Когда все идет неправильно или не совсем так, как хотелось бы, ответственные люди ищут то, что можно было бы изменить. They don't make При excuses, этом они не ищут оправданий, and they learn from what went wrong извлекают уроки из своих or ошибок was wrong и and try to correct. пытаются их исправить. That's what responsible people do. Так поступает ответственный человек. And here's a quote I really like. И еще одна цитата, которая мне очень нравится. It's better to light a single candle than to curse the Лучше darkness. зажечь хотя бы одну свечу, вместо того, чтобы проклинать тьму. That's what responsible people do. Так They light a candle поступает человек ответственный. Он зажигает свечу. instead of negatively Вместо того, cursing чтобы the darkness. постоянно быть недовольным тьмой. A man by the name of Winston Churchill Человек по имени Уинстон Черчилль said, сказал, if you're not a part of the solution, you're a part of the problem. если вы не часть решения проблемы, значит вы часть самой проблемы. The price of greatness is Цена величия responsibility. – ответственность. And then one other quote that I И think is еще really good. одна цитата, которая мне тоже очень нравится. This one's not been translated. К сожалению, пока что мы ее не перевели. Dietrich Bonhoeffer, Дитрих Said. Bonhoeffer сказал, action springs not from thought, действие происходит не от мысли, but from a readiness for responsibility. а от готовности взять на себя ответственность. If people are willing to be responsible Если people, человек готов взять ответственность на себя, they're willing to spring to action. он будет действовать. So that's some thoughts on Так, это responsibility. несколько мыслей на тему ответственности. One of the things that I often think of when I think of the importance of responsibility Вы знаете, когда думаешь об ответственности, я очень часто размышляю I think of a chain. о том, что ответственность похожа на цепь. Now, if you were having a chain that was going to be holding up a swing that small children were going to be on, Представьте себе, вы делаете качели, и вы подвешиваете на цепи качели, на которые будут кататься маленькие дети. you would want to make sure that every link in the chain is strong. Какую цепь вы выберете? Вы убедитесь, что это будет крепкая цепь, чтобы все звенья в этой цепи были надежными. One weak link that is not Даже одно responsible слабое звено, которое будет безответственным, can cause the damage and hurt someone. может очень сильно навредить, может причинить огромный вред ребенку. So, we need to make sure that we have responsible people involved in what we're doing. Стараться, когда выполняем какую-то работу, подключать к этой работе людей ответственных. And in Christianity, it's В important for us христианстве это тоже each очень one важный принцип, чтобы to каждый play из our нас part играл свою and to be роль, responsible for выполнял what we're свою doing. функцию, возложенную на нас, и чтобы мы были And ответственны the за church will возложенную be на нас. stronger, И тогда наши общины будут сильнее. but it gets weaker Но община слабеет, if we have people who are not Если- willing to be responsible, в этой цепи есть безответственные звенья. and each person isn't И тогда люди caring for their part of the link. уже не заботятся о том, что выполнять функцию того звена, которым он должен быть. So, write down a couple of things Я хочу сейчас попросить that you вас see as на important in responsibility. в зеленых таких блоках выписать несколько мыслей из того, что мы рассмотрели сегодня, что вам запомнилось по поводу ответственности. Now,
before I hand these out and you Перед тем, do как that, раздать вам эти блоки, let me explain to you one of the things я that we will be хочу вам doing кое-что on объяснить. Thursday. В четверг у нас с вами будет одно мероприятие. On Thursday, we're going to be having groups, and groups are going to be responsible for putting together a poster. В четверг мы разобьем вас на группы. Каждая группа должна будет подготовить определенный плакат. So we'll be handing these back, and these items can become a part of your poster. You can use them, or you И may затем choose to do у something else. каждой группы будет свой столб характера. И каждой группе мы дадим вот эти вот элементы, которые вы сейчас пишете, если вы сможете их как-то использовать в своем плакате. For right now, I'm going to ask you to count off, and we're going to, I think we can have 6 groups, so we can have 6 posters. Пока что, мне кажется, мы сможем разбить вас на 6 групп для того, чтобы было 6 плакатов. But let's start right here on the back row. Давайте вот Anyway, начнем отсюда. Вот вы будете первой группой. 2, 3, 4, 5, 6. Continue to count. И дальше. 1, Раз, два, 2, 3, 4, 5, 6. вот так. Запомнили свой номер? 1, 2, 3, 4, 5. Uh-oh, 6 is going to have just 2 people in it, Ну, в шестой группе будет 2 человека, не 3. unless we're missing something. Запомнили? Yeah. Кто? So, anyway, so group 1, Давайте еще раз. Давайте, да. do it again. Хорошо, давайте запомним. Кто в какой группе? Вы в One, первой. 2, Вторая. Что? oh, what were you asking? Что там? I talked to you about Thursday. That's right. Thursday, you're going to have to be gone. А, вас не будет Yeah. в четверг, да, я Part of вспомнила. that. Да, я Yeah. вспомнила. Ага. Okay, so group 1 will just have 2 people. Нет, в too, первой группе to work будет on тоже that. 2 человека. So, Would you say it all once again? okay, let's do it once again. Anyway, we'll go ahead and count you. Еще раз, все равно мы вас посчитаем, 1, потому что вам 2, 3, 4, 5, 6. Да. 1, Первая, 2, вторая, 3, третья, 4, четвертая, 5, пятая, 6. шестая. Первая, 1, вторая, 2, третья, 3, четвертая, 4, пятая. 5. Пятая, You're in пятая. 5 groups. Okay. So actually, Я в пятой группе. Вот, да, ты и Наташа. Где тут? Наташа, мы с Климом в одной группе втроем. so Итак, ну сейчас. group 1 Первая группа is going to do a poster будет делать плакат on trustworthiness. на тему надежности. Group 2 Вторая группа will be на on тему respect. уважения. Group 3 Третья will do a на тему, presentation or a poster плакат на тему on responsibility. ответственности. Group 4 Четвертая will do a poster on fairness. на справедливости. Group 5 Пятая will do a poster on на тему fairness, caring, заботы. caring. And then the И last group шестая, последняя группа will do one на on тему citizenship. гражданский долг. So, the next few days, a couple of days, be thinking about what you might want to do on a Уже poster. начинайте размышлять о том, как вы видите свой плакат. We will provide the poster material Мы обеспечим вас ватманом and и some supplies. различными там карандашами, такое, чтобы вы рисовали, And maybe some colors and some things like that that you can цветные draw with, карандаши, so forth. клей, такое мы предоставим. But if you want to add any pictures, if you want Но to вы clip any можете things найти out of где-то magazines that you can add какие-то to your журналы, poster, откуда вы, может быть, можете вырезать что-то, какие-то рисунки, что-то. То есть уже начинайте об этом собирать материал. you can do that too. То есть уже начинайте об этом. Какую-то картинку надо иллюстрировать. A picture, an illustration, Это может several быть картинка, illustrations. это может быть несколько картинок, это может быть какая-то иллюстрация. Это Yeah. полностью на ваше усмотрение. Плакат. But you'll work on it and
Do We a are push-up. will be doing it here. We'll do it in class. We'll give you plenty of time in class to do it. Yes. Вы будете это On делать в Thursday. четверг на уроке. Здесь мы дадим вам для этого достаточно времени. Then on Friday, В пятницу your group will каждая группа share проведет your ideas on your презентацию poster своего плаката. with the rest of the group. То есть вы должны будете всем представить, что вы сделали, и объяснить, что это. So now then I want you to each take a piece of Теперь paper каждый of возьмите, this пожалуйста, and такой write зеленый a couple of листок things и about напишите важные мысли об ответственности.